Даша, здрасте. Здравствуйте, Михаил. Ну, давайте, что ли, что он там мигает-то? Просто так? А он уже все отмигал свое. Да. Добрый вечер, Михаил. Как-то вы говорили, что уверенным в себе людям со стабильной самооценкой не нужно носить украшения, высокие каблуки, глубокие декольте, если речь идет о женщинах. Может, я про мужчин говорил. Влезать в разговор, доказывать свое мнение. Так вот, если зайти в комнату с разными людьми, как понять, что человек в углу — это не зажатая серая мышь? Вот какой интересный вопрос-то. Который бы и хотел надеть короткое платье, каблуки и быть в центре внимания с низкой самооценкой, а уверенный в себе человек. Круто. Но я бы отказался от половины предложенных идей. Оставил бы, например, каблук 12 сантиметров, потому что 12-сантиметровый каблук вряд ли служит для того, кто его покупает и надевает, чем-то эстетическим. Я думаю, что это как раз вот попытка быть выше в чистом виде буквально. Глубокий декольте не является признаком низкой самооценки. Что там еще было? Ну, украшение это вообще ни о чем не говорит. Вот. Как понять? Ну, тут это же не единственная возможность понять, как человек, одет. Давайте так. Люди, которые... Даша, вы записываете или я сам с собой разговариваю? Михаил, вы можете меня даже не спрашивать. У меня всегда включен диктофон. Потом Здорово. Я делюсь с подругами мудростью. Вот смотрите, если человек ходит носками вовнутрь... Это как? Ну, вот так. То есть вот есть Носочки ноги смотрят на себя, то есть вот друг так на вот друга. полукругом? Нет, на себя они смотрят уже в гробу. Ой. А я имею в виду, что они смотрят... Да, на себя даже не смотрят в гробу, потому что там, ничего не видно. Да, там как-то все иначе. Вот смотрите, вот есть ноги параллельно друг другу, да, вот так. Это одна самооценка. Ноги, у которых ноги разведены в сторону. Уточкой, можно так сказать. А вот когда уточка такая косолапая и уточка внутрь смотрит, то это вот считается низкая самооценка. Далее, голова, спрятанная в плечи как бы. Да. Я пытаюсь просто показывать здесь все. Вот, да, но жалко, что не все видно. Да, вообще ничего не видно, только слышно. Я вот тут да, мы так наши развлекаем. Это вот такие признаки. Потом, когда человек начинает говорить, и когда он говорит следующие обороты, думаю, что это интеллигентно, конечно. Мне кажется, я полагаю, думается и так далее. Когда он постоянно спрашивает больше, чем как бы утверждает. Вот такие признаки. Извиняется постоянно на ровном месте. Ну, например, вот сидите вы за столом. Вот самая распространенная какая фраза за столом? Приятного аппетита. Ну, это разные столы у нас с вами. Я почему-то подумала... Соль передала сюда быстро, я сказал. Это вот... Не говорят. Так никто не... Конечно. Так говорят люди в себе просто неприятно уверенные. А передайте, пожалуйста, соль. Вот что такое, когда человек, имеет такую адекватную самооценку, вежлив одновременно, но при этом говорит о своих чувствах и мыслях. Он просит, говорит, передайте директивной формы обращения, обратите внимание, пожалуйста, дальше он смягчает. А, например, когда он говорит, простите, вы не могли бы? Ну, нет, это вот уже, мне кажется, какая-то неуверенность. Хотя многие скажут, Михаил, вы просто как быдло сейчас разговариваете. Вы просто, видимо, вас не учили нормальной культуре поведения за столом. Я не исключаю этого тоже, конечно. Но когда человек всеми извиняется и спрашивает, тут больше неуверенности, чем вы. А давайте теперь послушаем живой человеческий голос. Давайте. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Ой, я очень тронута, что до вас дозвонилась. У меня сегодня день рождения. Это лучший подарок в этот день рождения. Мне 45, меня зовут Татьяна. Татьяна, я вас поздравляю. Это просто вообще... И у меня вопрос. Так, я нахожусь одна. К сожалению, так сложились обстоятельства. Все по вашим книгам. Выхожу из токсических отношений, токсичных.
В общем, все очень тяжело дается, но держусь с помощью вас. А что вот плохого теперь в том, очередной вопрос, что... Да. совет хочу услышать. Как, не расшатывая свою психику, придерживаться первоначального своего решения? Все прямо, Танечка, наоборот. Когда вы не придерживаетесь, то вы ее расшатываете. Давайте пример мне подкиньте, мы сейчас с вами на примере поймем, что то, что вы говорите, это прямо наоборот тому, что я писал. Давайте. Ну, да, я, может, неправильно проходила. Вы решили, да, что если... настрой такой, я вот настроена была на одно, все, я как бы несу торт, жду поздравлений от коллег, все, как всегда, 20 лет на работе, и потом понимаю, что меня никто не поздравляет. И я забираю этот торт и отдаю человеку, который меня поздравил, и все. Вот я поменяла свое мнение резко. Может, не надо было этого делать? Надо было оставить все, и как бы все потом вспомнили. Я резко поменяла и поняла, что, наверное, не так стала сожалеть об этом. Вы обиделись, правильно? Ну, да. Вот смотрите. Когда один человек говорит другому «я тебя люблю», то если он в себе уверенный, он просто делится своими эмоциями. Понимаете? Ну, да. Он, теперь внимание, слушайте очень внимательно. Он говорит «я тебя люблю», потому что он любит другого человека и хочет об этом рассказать. Это все. Но 90% людей говорят «я тебя люблю» с расчетом, что другой скажет «и я тебя люблю». Правильно? Да. А если он говорит «я тебя люблю», а это говорит «да сдохни», то что дальше делать? Расскажите, пожалуйста. Ну, какие варианты? Это самые тяжелые, правильно. К этому не готов никто. Но я сейчас немного, конечно, утрирую и сгущаю. Если сказать попроще, у вас день рождения. Для вас это праздник, правильно? Это ваш день. Вы решили поделиться радостью своего праздника и принесли торт. Дальше уже к вам это не имеет отношения. Торт зажил своей жизнью. То есть, как они отреагируют, съедят, будут плеваться, поблагодарят, поздравить с днем рождения. Мы не знаем. Конечно, вы не робот, и, естественно, вы будете реагировать. Но я почему сказал, что мое правило, оно прямо наоборот. Когда люди меняют свои решения, свои эмоции из-за чего-то, это и есть, как вам сказать, расшатывание их психики. Потому что люди со стабильной психикой вообще ничего не меняют. Более того, они и не очень зависят от того, что происходит вокруг. У них есть своя жизнь какая-то, жизнь их психики, и они что хотят, то, собственно, и делают. А вот когда человек начинает зависеть от других, от обстоятельств, от, кстати, того, что его собственная психика то хочет, то не хочет. Я вот привожу такой, туповатый, наверное, пример, но хотя бы понятный. Я решил пойти завтра в бассейн. Сегодня, подчеркиваю, я решил, что завтра я вечером пойду в бассейн. А завтра вечером я не хочу идти в бассейн. Вот психика, чтобы не расшатывалась, мне надо будет пойти в бассейн. Чтобы я хотя бы не менял свои решения, свои эмоции. Поэтому я вам желаю на день рождения, чтобы вы научились спокойно доводить свои решения до конца, как бы это ни было тяжело. У вас психика будет тренирована, и вам будет все легче и легче это делать. Еще раз с днем рождения. Даша. У нас еще звонок. Поговорим? Конечно. Или почитаем? Поговорим, а потом почитаем. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да говорите, вы в эфире, конечно, мы вас отлично слышим. Да, здравствуйте, меня зовут Ирина, я вам звоню с Арабских Эмиратов. Холодно по делу. Хочу, во-первых... Нет, у нас наоборот, очень даже сейчас хорошо. Да. Во-первых, хочу поблагодарить вас, Михаил, потому что я, наверное, человек, который имеет все понемножку. У меня прям букет. Если я слушаю ваши эфиры, мне кажется, у меня просто было все в жизни. Начиная там от родителей, которые... Мама мне всегда говорила, что там
у всех дети как дети, а я выродок и все прочее. Но, то есть я с тобой работаю, я, в принципе, очень много всего достигла, я с тобой довольна. И благодаря вам, благодаря вот этим 5 правилам, но у меня осталось, мне кажется, один пункт, который мне не дает жить спокойно, скажем так. Какой пункт? Как научиться не пропускать через себя некий негатив? Элементарно, например, ситуация. Я сейчас увольняюсь с работы, потому что босс у меня абьюзер, я начинаю свое дело, меня это все достало, я увольняюсь. Я сейчас отрабатываю последние 3 месяца по договоренности. Вот, но шеф такой, что он может позвонить в 6 утра, может написать в 10 вечера и потребовать какие-то данные, я финансист. Вот, и сейчас я себе сказала, пошел нафиг, я увольняюсь, мое рабочее время с 9 до 6, все, что между этим, это мое личное время, я тебе отвечать не собираюсь. То есть он мне может написать в WhatsApp, Ирина, дай мне то, дай мне это, я не читаю, я игнорирую, но я начинаю про себя думать, я начинаю прокручивать в голове, следующие, может быть, 2 часа, что вот как он смеет, это мое личное время, и мне это будет немного стрессовая ситуация. То есть я стараюсь абстрагироваться, я не отвечаю, я игнорирую, но я думаю, у меня много таких моментов, что я начинаю думать и крутить в голове какой-то негатив. То есть я физически абстрагируюсь, но я начинаю прокручивать в голове, и, конечно, ничего хорошего мне этого не дает. Я нервничаю из-за этого. Как научиться не пропускать через себя? Вы знаете, во-первых, ваш пример не говорит о том, что вы прямо очень через себя пропускаете, а я считаю, у вас совершенно нормальная реакция, какая была бы у любого человека, которого дергают с утра пораньше, в его личное время и так далее. Это первое. Второе. Жалко, что вы так быстро увольняетесь. Вы же сейчас своего босса дрессируете. И хотелось бы посмотреть на результат дрессировки. Какой может быть результат дрессировки? Если он совсем невменяемый, то никакого. А если в нем есть хоть капля адекватности, то через какое-то время он просто перестанет писать. Почему? Обратите внимание, вы делаете, как вам удобно, и с вами начинает считаться. То есть он понимает, что вы не собираетесь ему отвечать. Вот он еще подергается, пока он не понял. Он, может, вы не видите, не слышите. А когда через какое-то время он поймет, что все, что после 6, вообще бесполезно сюда звонить, то он у вас будет как бы дрессированный, он не будет звонить. И тогда вы получите удовлетворение, и тогда вы перестанете нервничать. Очень вам желаю, что до конца вашей работы вы дождетесь этого светлого момента в своей жизни. Ну, Даша, давайте, читайте. Почитаем, да? Добрый вечер. Иван, 21 год. Отучился на музыканта. Это была мечта детства, а сейчас понял, что не вижу себя в этой профессии. Хочу поменять профессию и поступить в другой вуз. Вопрос. Как понять, что мечта детства была не настоящей? Стоит ли продолжать в музыке или, если я сейчас в этом не вижу смысла? Во-первых, я бы не стал так ставить вопрос, как понять, что мечта детства была не настоящей. Она была настоящей, конечно, в свое время. Что за глупость? Даже когда вам 5 лет, и вы хотите торговать мороженым, это правда, это вам не приснилось, это настоящая мечта, но для 5 лет. А уж 6 уже пожарным, уже с мороженым надо расстаться. С мечтой, да. Тем более холодно. Либо осуществить ее, а не расставаться. Никто не даст 5-летнему ребенку торговать мороженое. Хотя бы так. Так, рядом постоять. Вот, поэтому не надо сразу отказываться от того, что было правдой. Заниматься тем, чем вы не хотите, конечно же, не надо. Поэтому так вот, как это, не рубя концов, как недавно пошутили в КВНе, надо попробовать что-нибудь еще, но вдруг ваша мечта вернется к вам в виде баяна, тромбона, мандолины или гуслей. И вы снова захотите быть музыкантом. Так что вот прям совсем-то концы не рвите. Угу. Телефончик. Давайте посмотрим, да, кто нам там звонит. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Михаил. Очень рад вас слышать. Рад, что дозвонился до вас. Спасибо вам огромное за вашу работу. Вас беспокоит из города Омск. Меня зовут Стас, 29 лет. Значит, Михаил, у меня следующий вопрос про СДВГ.
Я бы хотел вот спросить, в том числе вот основываясь на вашем опыте, скажите, пожалуйста, вот в настоящее время вот СДВГ в России вообще реально вылечить с такой эффективностью, да, как это делают, скажем так, на западных давайте странах? И да, и нет. Значит, да, что, слава богу, нашел я место, Санкт-Петербург, Институт мозга имени Натальи Бехтеревой, лаборатория называется, не помню как, типа детская психопатология, не помню. А руководитель этого направления в этом институте Леонид Семенович Чутко. В чем разница? Разница в том, что те препараты, которыми пользуют на Западе, в России их нету. У нас другие препараты, но как бы они тоже считаются препаратами от СДВГ. Вот. И тем не менее, сам профессор учился, кстати, по-моему, в Шотландии, но не только в России. Так что он не в смысле тут что-то сам придумал, да, нет. Он делает те тесты, которые в мире приняты, во-первых, для установления СДВГ, и коррекции там есть, и лечение есть. Так что хотя бы можно с этого начать. Тем более, например, на меня хорошо действуют препараты. Они, кстати, не российские, вы не подумайте. Они просто другого. Я вам сейчас объясню, в чем разница. Детей, вам не ребенок. Кстати, я не уверен, что вам вообще эти препараты годятся. Вам же 29 лет, я же забыл совсем. Это амфетаминовые препараты, в основном Риталин и Концерт, они все-таки детские препараты для детей. А препараты, которые в России, они норадреналиновые. Я не знаю, может быть, только такими и 29 лет-то и лечат. Я не могу вам сказать, я же не врач. Понятно. Да, если вам не нравится Санкт-Петербург, Германия, Израиль, любая страна соседняя из Евросоюза, и там все нормально с этим. Ясно. Спасибо большое, Михаил. На здоровье. Поехали дальше. Я думаю, надо Читаем или говорим? Сначала говорим, потом читаем. Как скажете, конечно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, 30 лет. Здрасте, Наталья. Наталья, если вы отойдете туда, где будет немножечко потише, это будет намного лучше. Все сделала. Давайте, рассказывайте. Хорошо? Да? Да. Смотрите, у меня такой вопрос. Вот я просто чувствую какую-то абсолютную потерянность. Вот у меня просто во всех сферах все плохо. И... А поконкретнее? Допустим, с мужем надо разводиться. Надо что-то сейчас думать, готовить. А это плохо или хорошо? Что? Это плохо или хорошо? Плохо, конечно, плохо. Что ж хорошего? Это как проблема, это надо решать. Если это плохо, зачем вы разводитесь? Я имею в виду, что это проблема. Это требует каких-то действий, требует времени. Так, окей. Решить проблему, куда уехать, как это все, как ему сообщить. Или как-то попытаться, может быть, сохранить что-то, хотя это вряд ли. А какая у вас причина для развода? Что? Какая причина развода? Потому что он не нравится, что мой муж жадный и грубый. Вот, нормально-то. Так, далее. И, то есть, у меня все поглатывает бытовуха в основном все мое время. Но когда бывает, выдается какой-то час, например, ребенок заснул, да, или кто-то там вышел с ним погулять. У меня начинается истерика, я не знаю, за что взяться. То есть я думаю, а может мне поспать? А я устала, а может мне отдохнуть? Ой, а может это? И в итоге, сколько лет что бы я вашему ни делала, ребенку? у меня чувство, что я занимаюсь какой-то ерундой. Сколько лет вашему ребенку? Годик. Годик. Вы так всю дорогу, да? После родов это началось или когда? Вообще, да. Так всегда, наверное, было. Где-то уже с такого, может быть... это такое чувство, постоянное чувство упущенной возможности. Но после родов усилилось, да. Потому что стало намного больше. Я подозреваю вас пострадовую депрессию. У меня? Да, я не врач, говорю, подозреваю. Вы можете у врача спросить, психиатра. Вообще мне поставили депрессию, я еще не принимала таблетки, и мне там другой врач посоветовал начать
чего-то попроще. Ну, сначала попроще там. Смотрите, вы ребенка... попить. Если не поможет, тогда уже переходить к антидепрессантам. Да, ребенка вы грудью кормите? Вот закончила месяц назад. Ну, так пейте на здоровье нормальные таблетки, вы что? Вы же не только себе жизнь отравляете, ребенку тоже таким состоянием. Раз не надо, Да. ну, так давайте, идите к врачу нормальному, берите препараты, их еще подбирать надо. Да у меня все уже куплено. Я уже была на приеме, у меня все Нет, таблетки куплены. вы просто я не... Да, да. думаю, может, поможет, может, что-то попроще попить сначала. Попроще в каком смысле? Попроще в каком смысле? Ну, вот там какие-то есть же, там, ну, вот этот вот... Я вам объясню кое-что. Депрессия клиническая. Ну, если не клиническая депрессия, то вам таблетки никто прописывать не будет. Клиническая депрессия – это нарушение, как это сказать, метаболизма, выработки нейромедиаторов, ну, давайте назовем их гормонами, в коре головного мозга. К ним относятся там допамин, серотонин, норадреналин. А эти гормоны или эти нейротрансмиттеры отвечают за наше настроение и за наше состояние. Мы бодры или вялые, мы рыдаем или ржем и так далее. Мы вялые, мы бодрые, мы счастливые или мы несчастные. Это все находится в ведении вот этих вот нейромедиаторов, проводников нервных сигналов. И когда из-за какой-то причины разные бывают, у человека нет достаточного количества этих веществ в голове, то он начинает страдать. Более того, вам скажу, депрессия — это не какая-то одна депрессия, они все разные. Есть тоскливые, есть раздражительные. Это тоже все разное поведение, разные состояния. Не надо про попроще, не надо вообще самолечением заниматься. Есть врач выписывает рецепт. Если не хотите для себя, хотя бы для ребенка, начните принимать препарат. Что произойдет, когда препарат окажется действенным? Я очень надеюсь, что вам с первого раза повезет. Не всегда так бывает, тогда приходится или дозировка, или препарат менять. Но, да, там еще, в отличие от аспирина, он пролонгированный, поэтому он только через 2 недели начинает действовать. Через 2, даже сказал бы, 3 недели. Так вот, когда все будет прекрасно, а рано или поздно это произойдет, вы перестанете дергаться, вы перестанете считать, что на вас все... У вас прямо такие, да, депрессивные признаки. Хватая мешки, вокзал уходит. Как бы это все потянуть, на меня все сразу свалилось, у меня маленький ребенок, я устала, я больше не могу и так далее. И как часто бывает при проблемах, есть такое понятие психологизации проблемы. Когда человек говорит: я себя так чувствую, потому что у меня маленький ребенок, грубый, жадный муж, мне надо разводиться, мне надо решать кучу проблем. Из-за этого я себя так чувствую. Но если взять 2 человек, один из которых ровно в такой ситуации не парится, а просто их спокойно решает, а другой вообще не выдерживает этого стресса, то выясняется, что дело не в самих проблемах, а дело в том, как организм, как психика на них реагирует. А вам тем более сказали, что депрессия. Идите и лечитесь. Правильно. Спасибо, Даша. Почитаем? А то. А давайте, вот смотрите, нашла вот первый вопрос. Есть подозрение, что подчиненный сознательно игнорирует свои обязанности и не ходит на работу, оформив фиктивный больничный. Как не впасть в раздражение? Уволить подчиненного, хочется сказать мне, у меня прям... Выяснить? Голос. Нет, ну просто так же нельзя уволить, а вдруг он неэффективный. То есть, Ну, вот именно. лечебное учреждение, там же все это самое. Я еще когда студентом был, смотря где ты берешь больничный, тебя могут за задницу взять. Если ты берешь в студенческой поликлинике, это одно дело. А если ты где-то тут вышел и договорился, это другое дело. Так что все это выясняется. За деньги в частной. Так все-таки как не впасть в раздражение? Выяснить. Ну, во-первых, можно пожалеть бедного человека. Потому что он... Вдруг он действительно болеет. Во-первых, он, может быть, действительно болеет. Во-вторых, был такой фильм шикарный, где в главных ролях играли Кайдановский и Маргарита Терехова, еще молодые оба. И в начале фильма герой Кайдановского решил тоже отсочковать и на работу не ходить. Он пошел в районную поликлинику
к участковому врачу, ее играла Терехова. И говорит: доктор, колено болит, вообще не могу ходить. Дайте больничный. А у нее ничего не болело. Он просто хотел работу прогулять. Он в нее влюбился, во врачиху, об этом кино. Но дело в том, что когда он вышел из кабинета с больничным, у нее реально заболела нога. Я бы, например, не стал бы на себя наговаривать из-за чего-то, что я болею, а вдруг реально заболит. Зачем такие вещи делать? Так что тут есть повод пожалеть. А нам есть повод взять трубочку. Возьмем трубочку все-таки. Или еще почитаем. Трубочку, а потом опять почитаем. Здрасте. Алло. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Я вот звонила, просто меня отключили, я не все успела спросить. Это не мы отключили, это вы отключились. А, да, значит, случайно. Просто я вот по поводу того, что мне выписали таблетки, они уже куплены, но я почему-то не могу решиться начать их пить. Антидепрессанты. Не пейте. Я просто думаю, бывают же случаи, когда проходит депрессия без таблеток. У вас были такие случаи? Да, были случаи, когда она только увеличивается, как любая болезнь, которую не лечат. Такое вам не приходит в голову? Если болезнь не лечить, у меня то она... прогрессирует, да, у меня, к сожалению, хуже стало за последние 3 месяца. Поэтому вы спрашиваете, а может быть и так? Вы же сами все видите. Наталья, чем звонить 2 раза на радио, лучше 1 раз таблетку выпить. Пока. Дальше. Так, почитаем, что же у нас есть. Угу. Добрый вечер, меня зовут Надя, мне 23 года. В 17 лет мечтаю о собственном бизнесе, составляю бизнес-планы, нахожу новые идеи, от них в восторге, но не могу зацепиться за одну и довести ее до конца. Жесткий фильтр рисков. Перебираю, не могу выбрать то, чем хотела бы заниматься долгое время. В данное время работаю по найму. Спасибо за 6 правил. Они у меня в всплывающих заметках на телефоне каждый день. Вижу изменения в себе. Спасибо вот вам. Вот так. А все-таки как помочь-то Надежде с выбором бизнеса? Надежде надо понять, почему не такая проблема. Она очень тревожная. И она всем что-то боится. Поэтому больше она боится рисков. А зачем бояться рисков? Что нам сказал Кшиштоф Зануси? Жизнь. Вы записываете, Даша? Я Конечно, посмотрите, как я склонила голову, чтобы писать своей левой рукой. Это смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Чего так волноваться-то? Давайте звоночек лучше возьмем. А не звонит сейчас. Как не звонит? А что горит? Это другой. Обманывает? Обманывал нас немного. Я хочу сказать, что... наша слушательница говорит, что у меня риски, я поэтому все время перебираю. Вы перебираете, потому что боитесь рисковать. А вдруг не мое, а я потрачу время. Так вся жизнь так пройдет. А вот еще мигает. А вот сейчас мигает, да. Наш костер в тумане светит искры. Да, алло. Ветру. Здрасте. Говорите. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот опять про расписание. У меня в прошлый раз что-то разорвалась связь, я вот решил еще раз позвонить. Неделя прошла, человек обратно связь соединил. Рассказывайте. А скажите, вот этот зазор плюс-минус 1 минута, который вы говорили, когда был локдаун, он сохраняется при нашей жизни без жесткого локдауна? Да. Не, минута это по-божески. Вы же не робот. Очень трудно, на самом деле, соблюдать, когда, например, куда ты едешь, там, на транспорте, и плюс-минус 1 минута. Это кто обещал, что будет легко? Я не обещал. Это очень трудно. Я бы ради эксперимента даже бы вообще никуда бы не ехал. Потому что неделю без 1 минуса прожить, это очень круто. А вот, скажите вот еще, пожалуйста, а если, например, мне звонит во время, которое я не назначил для звонка, не начальник, а, допустим, клиент или там партнер или какой-то исполнитель. То есть, клиент же, например, если у меня свое предприятие, он может звонить там в любое время, в какое-то назначенное время. Так. Не могу же я выделить целый день там для приема звонков клиентов. То есть, И вы можете не считать звонки вообще каким-то делом, да? А можете в процессе вашей деятельности, которая у вас описана в расписании, параллельно отвечать на звонки. Но если ответ на телефон является прерыванием вашего дела, то значит вы перезвоните, когда вы решите ему перезвонить. Почему люди так себя не ведут?
Потому что из-за тревожности они часто считают, а вдруг это важный звонок. Притом, если разобраться в слове «важный», оказывается, это не из скорой помощи звонят, это про деньги. А что важнее для невротика, чем деньги? Только большие деньги. Поэтому часто мы идем на поводу вот таких ситуаций, исходя из того, а что вдруг там какое-то предложение было, что-то такое мне предложили и так далее. У меня был случай в жизни. Даш, вы пишете, да? Конечно. Я был молодой, ну как, относительно молодой. Да, вы сейчас прекрасно. Спасибо. Вот относительно сейчас был помоложе. И с девчонкой с одной договорился встретиться. Я уже был разведен. Имел право. Мог себе позволить. Естественно. И после этого я зашел в гости к одному из очень известных банкиров. При этом я был нищий, это еще мягко сказано. Как я люблю вспоминать эти годы, бычки на улице подбирал. Денег не было от слова совсем, зато были долги. А этот банкир, не будем тыкать пальцем, вдруг предложил мне какой-то совместный бизнес. Он вообще любил поддерживать творческую молодежь. А я еще был далек от правил, никаких правил я еще не придумал. Это было 100 лет назад. И я ему говорю: слушайте, давайте вот у меня... А он говорит, вот там 8 часов, а у меня в 7 встреча с девчонкой. Я говорю, давайте в другой раз. Он говорит, а чем? Он такой дотошный оказался. А чем вы так заняты? Я говорю, ну у меня встреча. С кем? Говорю, с девушкой. Берите ее и вот вместе. Я говорю, она говорит, думаю, нафиг он мне вообще нужен-то? Я же не для этого с ней встречаюсь, чтобы о делах говорить втроем, правильно? Я говорю, не-не-не-не. Вот. И я в результате отказался с ним обсуждать эти деловые вопросы. Встретился с девушкой. Мне не понравилось. Все. Через час я был свободен. Я звоню ему и говорю, да я освободился, вы что-то хотели обсудить, а он так обиделся. Он сказал, что обсудить? Ну вы же хотели какой-то совместный проект. Да, Михаил, слушайте, я не помню. И его обида еще долго-долго была, потому что после этого он еще женился в очередной раз и пригласил меня на свадьбу. А свадьба должна была быть где-то в лесу. И он сказал, Михаил, вы не волнуйтесь, секретарь вам позвонит, приедет водитель, заберет вас и отвезет. Никто не позвонил, никто... Я ржал, конечно, тоже было понятно. Он настолько не привык, что ему кто-то отказывает, потому что тогда он уже был почти миллиардером долларовым. И тут я говорю, типа, я с девчонкой встречаюсь. Вот как правильно ведут себя люди, когда они не меняют свои решения, когда вот у них что намечено, они то и делают. А я то, что теперь девчонка... поняла, что карьера должна быть впереди, чем личная жизнь. Вот иногда наши извращенные слушатели неправильно все понимают. Я даже сказал, все наоборот. Что у нас есть, что прочитать или с кем поговорить? У нас есть звонок. Давайте вот теперь Даем. я все время настаиваю на почитать, а теперь на позвонить. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер, Михаил. Меня зовут Миша, я с Украины. У меня такой вопрос по поводу выбора партнера. Смотрите, что происходит с мозгом. Значит, допустим, есть пару параметров, там рост, вес, цвет глаз. Ты встречаешь интересного партнера, у него не все параметры есть, которые тебе подходят. И ты сразу, то есть человек нравится, но ты сразу себе так говоришь, нет, это точно не мой, потому что там чего-то не хватает. Глаз. И вот мозг всегда говорит, ну, есть же лучше, рядом есть лучше. То есть как остановиться или что здесь не так в этой установке? Ну, здесь все не так. Дело в том, что вы рационализируете эмоциональные выборы. Выбор партнера с точки зрения, ну, как сказать, смотря для чего вы выбираете. Может, вам это реально не нужно. Вам партнер зачем? Выбирать же нужно допустим, душой. для серьезных каких-то отношений, чтобы... Ой, это дешевый развод, Даша. Это было при Ельцине. Голосуй сердцем или проиграешь. Голосовали, все проиграли. Я не помню этот слоган. Но я просто помню. Еще раз, зачем нужен партнер? Для и серьезных отношений, то есть чтобы строить, встречаться, время вместе проводить. И дальше. Ну, вот для этого вам надо же какие-то чувства испытывать, правильно? Угу. Что, вам человек нравится, правильно? Так. Вам с ним интересно,
как женщина вас привлекает и так далее. Причем здесь параметры-то? Ну, при том, что человек может привлекать, нравится, но тебе хочется, допустим, чтобы 1,75 м была партнерша, она 1,65 м. И ты понимаешь, что рядом есть 1,75 м. Стоп. Тогда надо спросить, а почему не 1,75 м рядом с вами? А я вам отвечу на этот вопрос. Потому что есть 1,75 м, но не привлекает. Как с этим быть? Кто вам вообще дает гарантию? Тоже. Нет, вас сам сантиметр привлекает. Рулетка, что вас привлекает? Кругом бегает дикое количество народа ростом 1,75 м. Но вы же не с ними сейчас. А есть прекрасные люди 1,62 м. Кем-то, может, не познакомился, не встретился. Нет, как вы не встретились? Вы живете в Украине. Да. В каком городе? В городе Харьков. В Харькове? Да. Так вот, значит, в городе Харькове я лично могу засвидетельствовать. Огромное количество женщин любого возраста. Да. Ой, любого роста, простите. Полно, в частности, 1,75 м и выше. 1,75 м, 1,76 м и так далее. Если бы так все было, как вы рассуждаете, то вы бы просто подобрали по параметрам, волос вообще перекрашивается в другой цвет, вообще не проблема. И как бы дальше но так это вообще не работает. Теперь, что это за идея насчет параметров? К сожалению, это так выглядит страх перед реальными отношениями. Человек как бы отгораживается от реальной жизни тем, что он придумывает себе какие-то планки, какие-то нормы, вес, рост и так далее. При этом, честно говоря, при населении Украины, то, кто в наличии есть в стране, там около 40 или 30 миллионов, это вообще не проблема найти. Но так это не работает, потому что когда такие люди попадаются, то они вас не привлекают. Оказывается, что сам по себе рост, цвет волос, глаз и так дальше вообще ни о чем не говорит. Более того, вам скажу, можно взять 2 человек, по вашему описанию, один будет для вас очень страшный, а другой очень красивый, а они типа все как вы просили. Вы же не говорите о расстоянии между глазами, расстояние между ноздрями вообще, а ушами там. Нет, я даже простые вещи, например, расстояние между лбом, носом и подбородком. И тут все вообще половина сейчас будет просто не кондишн, профнепригодный. Поэтому выкиньте из головы этот мусор. Никаких критериев в мире не существует. Любовь зла, как говорится, полюбишь и козла. Вы можете влюбиться в любую девушку любого параметра. И это гораздо важнее и интереснее. И полностью перевешивает любые параметры, которые вам приходят в голову. Чего я вам, собственно, и желаю. Влюбиться. Значит, Даша, дорогая, сообщение почитаем. У нас осталось буквально 1,5 минуты на сообщение, точно успеем. Меня зовут Нина, мне 29 лет, замужем, муж дома, живем как соседи. Как только уезжает на заработки или в рейс, у него просыпается любовь. Меня напрягает такое отношение, хочу развестись, но в то же время, когда у него просыпается любовь, думаю, может не торопиться. Как принять решение? Делай то, что хочется, но у вас, как сказать, то одно хочется другое. Я все, знаете, о чем думаю? А что за нее просыпается любовь, мне интересно стало. Я боюсь, как бы это немножко не про ревность была история, а не про любовь. Когда как бы человек рядом, он нафиг не нужен. Но когда этот другой в рейсе, а что, говорит, она же тоже понимает, что она мне не нужна. Что она сейчас там делает, интересно? Ой, прям так скучаю, прям люблю не могу. Вот как бы не было, это то же самое, что, например, парень девушке предложение не делает. И вдруг как-то поздним вечером он вдруг видит, что она с кем-то идет под руку, и они целуются. И с утра они уже в ЗАГСе стоят, расписываются. Это что, любовь такая проснулась, что ли? Я так не думаю. Это чувство собственности, да? Вот, Даша, да. Даша очень умная девушка.